ученые выделили 10 самых сильных качеств чеснока. Первое. Чеснок связывает токсины, свинец и ртуть и выводит их из организма. Профессор Хара из Токио доказал, что чесночный сок способен поглотить и связать высокотоксичный свинец и ртуть в количестве ровном 1/10 от его собственного веса. Профессор Питков продемонстрировал, что чеснок снижает степень хронического отравления свинцов среди работающих на вредных участках производства. Второе. Чеснок разжижает кровь и растворяет тромбы. Чеснок предотвращает образование в сосудах кровяных сгустков, тромбов, затрудняющих или прекращающих ток крови. Учеными было проведено почти 30 научных экспериментов, в ходе которых проверялось влияние чеснока на вязкость крови. В итоге ученые пришли к заключению: если принимать чеснок в течение некоторого периода времени, можно ожидать повышения уровня рассасывания внутрисосудистых тромбов на 50%. Биологически активные вещества, присутствующие в чесноке, снижают вязкость крови и препятствуют слипанию тромбоцитов, что заметно снижает вероятность образования тромбов. Третье. Чеснок обезвреживает яд и убивает паразитов. Чеснок служит активным антиоксидантом при ядовитых укусах или ужаливаниях. Он убивает глистов, остриц и прочих внутренних паразитов, живущих в человеческом организме. Он останавливает обмен веществ в телах паразитов, и они перестают жить и развиваться. Смертельная доза для них – 1-2 зубчика в день. Четвертое. Чеснок эффективен при инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта чеснок оказывает противогнилостное и бактерицидное действие, а также способствует развитию нормальной мышечной флоры, уничтожая аномальную. Благодаря содержащемуся в нем германию благотворно влияет на клапанные системы организма, поддерживая их в активном рабочем состоянии. Пятое. Чеснок является афродизиаком. Как вещество, стимулирующее или усиливающее половое влечение или половую активность, чеснок был известен еще в Древнем Египте. Вещества, содержащиеся в чесноке, расширяют сосуды и усиливают кровообращение. Во многих старинных книгах трав можно прочитать, что это растение помогает в лечении импотенции, полового бессилия и других проблем в этой сфере. Шестое. Чеснок – эффективное средство в борьбе с опухолями и раком. Ученые выяснили, что диета, богатая чесноком, способна предотвратить возникновение онкологических заболеваний, даже у людей, имеющих генетическую предрасположенность к раку. Секрет в аллицине, а также сульфоновой кислоте, которая также содержится в чесноке. Было также открыто, что чеснок убивает клетки глиобластомы, злокачественной опухоли головного мозга. Седьмое. Чеснок препятствует образованию камней. Чеснок обеспечивает своевременную эвакуацию желчи из желчного пузыря, чем препятствует ее сгущению и образованию камней. Восьмое. Чеснок полезен при сахарном диабете. Чеснок уменьшает уровень сахара в крови и усиливает процесс образования гликогена в печени, то есть может быть дополнительным лечебным средством при сахарном диабете. Девятое. Чеснок дезинфицирует мочеполовую систему. Чеснок активизирует деятельность мужских и женских половых желез. Выделяясь с мочой, его полезные вещества дезинфицируют мочеполовую систему, снижая риск развития воспалительных процессов. Десятое. Чеснок защищает от канцерогенов. Один зубчик чеснока 3 раза в день защитит от канцерогенов желудок, кожу, глотку, пищевод, толстую кишку, молочные железы. Противопоказания. По нашему мнению, чеснок противопоказан только при личной непереносимости или во время обострения болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. В остальных случаях мы не видим причин отказываться от употребления такого полезного овоща. Как правильно выбирать чеснок? Два основных показателя качества этого продукта – твердость и сухость. Сама головка этого продукта должна иметь крупные зубчики, а на ощупь быть упругой. Самая большая польза от чеснока для организма будет, если он созревший и свежий. Узнать, созрел ли чеснок, можно, ощупав его зубчики. Если он еще недостаточно зрелый, зубчики будут прощупываться хуже, не столь отчетливо, как у созревшего продукта. Еще один показатель не до конца созревшего чеснока – излишнее количество шелухи на его головке. Категорически не рекомендуется покупать уже проросший чеснок. На вкус он будет резким и даже немного неприятным, а полезных качеств уже в нем не останется. Считается, что наиболее полезным является тот чеснок, который был выращен в жарком климате. Также известно, что по содержанию аллицина лидирует чеснок, выращенный в Украине.
По этой причине украинский чеснок закупают в Европе и используют для производства биодобавок и медикаментов. Напомним, что аллицин – это самое сильное лечебное вещество в чесноке. Кстати, в зеленом чесноке с длинными узкими листьями содержится очень много витамина С. Листья чеснока ни в чем не уступают перьям зеленого лука. 4 главных признака качественного чеснока. Вид. Самый лучший чеснок озимый. Он не хранится долго, но он самый полезный. У него немного зубчиков в головке, но больших. Китайский же чеснок, наоборот, содержит много зубчиков в головке, но небольшого размера. Отечественный чеснок содержит следы корешков, но китайский имеет ровный срез на дне головки. Покупайте чеснок с корнем и стеблем. Это показатель качества. Китайские производители удаляют корни и стебли, чтобы сэкономить на доставке продукции. Вес. Отечественный чеснок содержит больше воды, чем китайский, поэтому он тяжелее. Запах. Хороший чеснок имеет сильный запах. Китайский чеснок имеет слабо выраженный запах. Возьмите 2 вида чеснока, которые вы хотите протестировать, и почистите их. Затем раздавите в чесночнице по одному зубчику каждого чеснока и положите в разные чашечки. Через 10 минут понюхайте образцы. Тот чеснок, который имеет сильный запах, тот и полезнее. Цвет. Китайский чеснок очень часто вымачивают в растворе хлора. После такого вымачивания чеснок имеет однородно белый цвет и, соответственно, безупречный товарный вид. Мы не рекомендуем покупать такой чеснок. Хороший чеснок имеет розоватый оттенок и розовые прожилки. К вашему сведению, 80% чеснока, который продается во всем мире, поставляется из Китая. И эта тенденция растет с каждым годом. Ученые говорят, что этот чеснок полон вредных тяжелых металлов, пестицидов и дуста. Как получить максимальную пользу от чеснока? Чтобы очистить чеснок, положите зубчик на разделочную доску и аккуратно надавите на него плоской стороной ножа, так, чтобы лопнула шелуха. После этого снимите шелуху с зубчика. Свежий чеснок лучше употреблять после того, как будет раздавлен в прессе, потому что дробление разрушает клеточные мембраны и освобождает ферменты. Аллицин синтезируется только в случае разрушения клеток чеснока. Таким образом, рекомендуется всегда очищать каждый зубчик, измельчать его на мелкие кусочки и употреблять только после того, как чеснок в таком виде постоит 10-15 минут. Кстати, полезные фитоциды, так называемые антибиотики, чеснок выделяет еще в течение 2-3 суток после измельчения.